Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Мода с Владанной. Сегодня я вашему вниманию подготовила вот это платье. Это платье, которое мы любим в нашем ателье, и любят его мои клиенты. Из этого фасона у меня были различные варианты и платья, и костюма, и блузы. Здесь важная деталь этого платья – это оригинальная драпировка на воротнике, а также интересный пояс. Ручная работа из бисера, из бусин. Вот подобные бусики, бусинки провязывались крючком. Техника вязки бисером у меня есть в моем видео на канале, вы его можете увидеть по ссылке. Вот конкретно на этом платье я бы хотела сегодня с вами более подробно поговорить по воротнику, разобрать его, показать его построение и сделать раскрой нашего воротника, потому что он очень украшает это платье, и сейчас в моде воланы, рюши, и вот как бы здесь это все в меру, аккуратно, благородно, душевно сделано. Это платье, оно относится к серии тех платьев, когда приходят клиенты и просят: Владанна, придумай нам что-нибудь такое нарядное на мероприятие, на юбилей, на праздник, и так, чтобы потом в дальнейшем это платье можно носить повседневно. Сейчас вы как раз на мне видите подобный вариант. Здесь по переду платье смотрится костюмом, а спинка у меня под поясом не разрезная. Перед здесь разрезной по линии талии, и в эту линию введена баска. Ну, соответственно, платье может также, этот принцип, использоваться в костюме, в блузе. Варьировать можно этот фасон по-разному. Фасон платья, он простой, весь изюм здесь в воротнике. Друзья, много комментариев с вопросами: Владанна, расскажите, как вы строите основы, как вы моделируете брюки прямые, ну, что-то, или юбку, что-то элементарное. У меня большая просьба: подобного материала достаточно в интернете, нюансы построения основ, корректировки по балансу, прекрасные учителя, конструктора, которые все это доступно, доходчиво рассказывают. Я в своих видео делюсь своими креативными идеями, и уже непосредственно на эти идеи интересные я даю схемы и даю выкройки. И то, что вы можете найти простое самостоятельно, мне нет смысла рассказывать. Многие в комментариях пишут, что мы сами шьем, но мало идей интересных. Так вот, я эти идеи вам готова с любовью и с душой предоставить. Новичкам хочется сказать, что главное, разберитесь со своими основами. Вы должны самостоятельно сделать основу верха, основу низа, разобраться со своей фигурой. Вам это нужно не только под мои идеи, вам это нужно для себя, а потом ваша основа легко адаптируется под любую креативную идею. Поверьте, ко мне в ателье приходят люди, которые говорят: вот, Владанна, пожалуйста, сделайте мне платье по фотографии. И с чего я начинаю? Я, конечно же, начинаю с мерок, с основы на конкретного человека, и потом параллельно разбираюсь с дизайном по фотографии. Да, это сложный путь, но я его прохожу конкретно с каждым клиентом. А вы должны с собой разобраться. Как только вы разберетесь с собой, во-первых, вы вырастете значительно, потому что пройдете определенный этап и будете готовы воспринимать уже креатив, какие-то идеи, драпировки и так далее и тому подобное.
Ну вот сегодня мы начали с такой преамбулы. Сейчас я возвращаюсь к своему воротнику, к драпировке. Идея этого воротника, то что вот здесь у меня сгиб по центру нашего переда. Наша линия, вот она без шва, она мягкая, со сгибом. Выкладывается эта драпировка, делает разворот и переходит вот сюда на стойку. Опять же, здесь сохраняется наш сгиб. Я для этой драпировки, здесь вот вы видите, у меня 3 линии реза, такой вот рисунок симметричный с двух сторон. Я выкройку, вот моя выкройка, это передняя часть переда, вот она как раз доходит до линии, до рельефа, до груди. И вот этот участочек я наметила там, где мне захотелось сделать эти линии реза. Вот они. И по ним я буду разрезать, раздвигать. Как это я буду делать, сейчас вы это все увидите на моих выкройках, на моих чертежах. Вот мой чудесный пояс. Я вот сейчас показываю окончательно. Покажу, насколько красиво он смотрится. Вот это вывязанная сеточка с бисером, потрясающая, предварительно была сделана из бусин. Вот такой вот красивый пояс. И подобную вязку мы используем в различных декорах. Мы делаем бретели, мы делаем воротники. То есть это такой очень красивый элемент, который я советую вам взять на вооружение. Вот здесь вы видите подрез по, ну, не совсем по талии. Я немножко всегда эту линию стараюсь опустить на пару сантиметров. Сзади у меня нет реза, и сзади ровное платье с выточками. Ткань у меня креп, костюмный креп. И передняя часть в этом платье с нашей драпировкой проклеивается тонкой клеевой, тонкая стрейчевая клеевая. Все, обзор я провела по платью, теперь к моей выкройке. Здесь у меня мои выкройки нашего чудесного воротника. Вот эта деталь, которую вы видели, я ее показывала. Это вот, если мы посмотрим на эту деталь, то наш центр переда переходит по прямой в наш воротник и в стойку, и заканчивается вот серединой по стойке, это на спинке, середина нашей стойки. Так, стойка высотой 6 сантиметров, по спинке длина ее 11 сантиметров, по горловине. Это наше плечо. А здесь вот это центр моей груди, вершина груди. И вот как раз от этой линии вы видели вот деталь моей выкройки. Я ее прикладывала к себе. Вот эта деталь. Сейчас линии, которые я наметила, именно эти линии дадут нам такую красивую драпировку. Я по этим линиям вот сейчас разрезаю эту выкройку и показываю дальше, как я буду эту выкройку раздвигать. Так. А вот разрезанные детали нашей выкройки я раскладываю. Эта деталь, она приходит на линию груди. А эта деталь, она начинается у меня вот здесь, вот это наше плечо. И приходит в угол горловины, угол стойки. А линия сгиба, передняя деталь, вот это наша, она продолжается по долевой, продолжается до середины стойки по спинке, со сгибом 50 сантиметров длиной. Эти 50 сантиметров это не случайные 50 сантиметров. Можно было сделать 55, 60, но они
найдены эмпирическим путем, путем драпировки, так, чтобы здесь не было ничего лишнего, ни много, ни мало, и чтобы наша стоечка, наша рюшечка красиво выложилась по горловине. Вот эта вот часть, вот с этой стороны, это наш подборд. Он, видите, без шва. Для меня это было очень важно, чтобы здесь не было никакой грубости, никаких лишних швов. Поэтому как бы и родилась вот эта вот выкройка, этот воротник. Значит, здесь мы симметрично построили наш подворот, наш подборд. И таким образом, чтобы он в дальнейшем, когда мы будем собирать нашу драпировку, чтобы он фиксировался. Вот я сейчас перегибаю. Вот наш подворот цельнокройный. И он как раз заходит, вот видите, вот по 2 сантиметра он заходит в наш крой, чтобы потом, когда мы будем эти наши складочки собирать вместе, мы зафиксировали, и он не вываливался. А вот здесь вот этот участок 5 сантиметров, он фиксируется в плече. Вот уже как бы прояснилась картина, все понятно. Значит, длина от центра, от линии груди 50 сантиметров. Вот сейчас вы видите, как это все у меня строилось. Вот я наши детали разложила, вот основные, и дала раздвижку, так, чтобы на нашей линии изгиба средней у меня не было слишком большого объема. Вот здесь у меня меньше 2 сантиметров раздвижка вот этих рюш. А тут дальше она таким как бы веером небольшим расходится. Вот эти элементы. Так. Я здесь указала общие длины. Вот общая длина у меня при построении черным цветом изображена. Вот по каждой линии у меня даны общие длины. А здесь красным цветом изображены уже непосредственно вот эти вот длины наших застроченных участков, нашей раздвинутой конструкции. Мы сейчас сделаем макет этого воротника, и вы уже окончательно увидите весь этот процесс, как его собирать. Значит, я изобразила вот эти вот участки, которые нам придется вырезать. То есть мы эти склады, вот это вот мы не будем сохранять. Мы будем сохранять только вот в зоне подборта, вот в зоне воротника. А вот эти вот все лишние объемы, мы их вырезаем. Сейчас вы крупным планом увидите все размеры. Я повырезаю лишнее на нашей выкройке, чтобы потом в дальнейшем на ткани раскроить и собрать на машинке наш макет. Теперь я вырезаю с припусками, вот оставляю припуски. Это наши складки. Это то, что нам надо будет вырезать. Нам это не нужно. Так. Здесь
все понятно. Вот все мои раздвижки. В вашем конкретном случае что может меняться? Может быть, немножко, если вы крупнее вверх, добавится вот эта вот длина, ну, в зависимости от вашего рельефа, или наоборот уменьшится незначительно. Может быть, изменится длина плеча. То есть тут вы можете как бы дать больше припуск. Может быть, изменится длина вот по переду. Но как бы сама деталь, само построение и принцип, он не должен сильно поменяться. То есть здесь вот эта схема, она в принципе будет подходить для всех. Но может быть немножко уменьшится, если у кого-то короткая шея, можно немножко уменьшить вот эту нашу стойку. То есть это уже вы индивидуально можете внести незначительные корректировки. Так, теперь мы на ткани выкраиваем этот элемент. Вот я раскладываю четко по долевой и вырезаю. Вот эти вот наши припуски, мы их обязательно сохраняем. Здесь мне необходимо давать припуск сантиметровый. Здесь у меня припуск уже есть. Теперь тут мы даем припуск по плечу. Так, здесь мы по стойке даем обязательно припуск и припуск посередине нашей стойки. Теперь, кстати, внизу у нас можно без баски, цельнокройно мы переходим. То есть это уже как вы захотите, индивидуально. Так, вот здесь у меня припуск по центру переда нужно давать сантиметр и плавно выходить вот на вот этот наш подбортик. Вот я его делаю. Здесь уже припуск учтен. Вот наш припуск. Ну, я режу на глаз, но вы можете, допустим, дополнительно мылом или мелом все это наметить. Теперь мне нужно вырезать вот эти наши участки, они нам не нужны. Вот так. Так, теперь мне нужно наметить вот эти вот наши точечки, перенести, и с этой стороны наметить мылом, уже проложить линии, по которым мы будем сшивать. То есть, в общем-то, мы все покроили, и я вот делаю, намечаю вот это вот место. Друзья, вот эта выкройка, она настолько красиво смотрится в блузах. Это что-то потрясающее. Поэтому я вам и захотела ее вместе с вами разобрать, показать. У нас по этой линии проходит наш перегиб.
Так, я снимаю выкройку. Мы можем соединить линию изгиба. Наметим. Вот так же, как я сейчас делаю макет, я вам рекомендую тоже сделать макет. И вы прочувствуете этот крой, необычную, эту нашу выкройку, и потом уже на вашей готовой ткани покроите без проблем, разобравшись предварительно на макете. Вот этот наш элемент должен быть проклеен и обработан оверлоком. Нам необходимо обработать края вот здесь вот перед тем, как сшивать. Вот именно вот эту часть нашего подбортика обработать вот так, раздвигая оверлочком вот эти все наши детали. Когда мы это обработали, тогда мы перегибаем вот таким образом, совмещаем. По нашему намеченному сгибу мы перегнули. Уже мы можем сколоть, вот мы, чтобы оно не двигалось, вот эти вот участочки. Вот мы их скололи, чтобы оно у нас уже было четко. Здесь уже предварительно обработан край. Все, и мы можем сшивать вот таким образом, вот так вот соединять наши склады. Вот мы соединяем наши линии. Так. Вот как раз у нас будет зафиксирован наш подборт, не будет раскрываться воротник. Все, вот я подготовила. Сейчас мы на машинке эти наши 3 шовчика застрочим, и вы увидите, уже даже сейчас понятна картинка. Вот уже сейчас мы видим, формируется воротничок. Вот он дает разворот, разворачивается на спинку. То есть вся эта линия мягко. Ну, у вас это будет уже проклеено, будет держать форму. Вот здесь мы можем делать навесные петельки, ряд пуговичек. Можем дополнительно дать по сантиметру, увеличить вот эту ширину переда, для того, чтобы был заход на петельки и пуговички. То есть тут уже могут быть варианты. Я сшиваю, и мы уже смотрим окончательно, что у нас получилось. Я сметала контрастной ниткой. Вот я довела до нашей точки, которая была намечена на выкройке. Намечалась. Вот я собрала. Вот это вот моя первая строчечка. Так, и как раз мы зафиксировали наш подкрой, подбортик. Далее тот же принцип. Собираем вторую строчку. Последняя моя строчка на нашем макете. У нас же предварительно вот все обработано оверлоком.
Видите, вот оно уже зафиксировано, строчка проходит, вот она сразу фиксирует подборд, чтобы вы потом не ломали голову, а как же нам обработать край. Он предварительно должен быть обработан. Все, я собрала нашу красоту. Вот наши 3 складочки. Вот так вот они выложились. Ну, естественно, это все тутюжить нужно. Вот наше плечико. Вот. Все достаточно быстро, просто. Главное, вот наш воротничок. Он лежит. Понятно, что сейчас наслоение, но вот в данном случае из тонкой шелковой ткани оно тоже очень выразительно и красиво будет смотреться. Ну вот такой мой сегодняшний мастер-класс подходит к концу. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго. До новых встреч на канале Мода с Владанной. Всех люблю.